друзья! В этом видео я хочу рассказать вам о такой интересной, достаточно легкой, реалистичной технике рисования акварелью, которая помогает рисовать облака. В последнее время я достаточно много рисую разных иллюстраций, в которых нужно рисовать небо. И я придумал такую технику, которая позволяет достаточно просто и быстро нарисовать облака, тучи, которые выглядят достаточно реалистично. Ну что, готовы? Готов поделиться. Итак, начинаем. Берем кисточку, хорошо смачиваем водой. Берем синюю краску и начинаем рисовать небо. В процессе, как рисуем небо, начинаем формировать облака. Я это делаю интуитивно, то есть я не стремлюсь создать какую-то конкретную форму, я доверяю тому, как ведет меня кисточка, и делаю такую форму, которую она формирует. Конечно, если мне что-то не нравится, я сглаживаю, убираю, да, но я не стремлюсь делать какую-то конкретную форму облака. Конечно, если вы рисуете с натуры и хотите передать все как есть вживую, либо делаете копию фотографии, либо другой картины, то тогда рекомендую вам вначале сделать контур облака карандашом, и потом его уже обрисовывать красками. Ну, допустим, такие облака, да, снизу можно сделать чуть-чуть поменьше. Можно делать облака более такими плавными, такими, да. Можно делать более отрывистыми. Например, вот такими, да. Так, ну и к низу можно делать облака более маленькими, но при этом делать их чаще. В зависимости от того, какое вы настроение, какую погоду хотите передать, выбирайте интенсивность цвета. Также играет роль не только сам цвет, но еще, то есть, вернее, не только интенсивность цвета, но еще сам цвет. Например, если более ясная погода, да, то облака более белые будут и краска будет голубой. Если, допустим, гроза, то облака будут более темные, даже не облака, а тучи. И цвет неба должен быть синий и даже фиолетовый. Сейчас я покажу. Сделаю часть фиолетовую. Так, ну, дойду уже до низу. Вот к низу обычно небо уже более светлое становится к земле. Так, ну вот сверху. Здесь я добавлю более синего, здесь уже на контур не заходите. То есть, как вы сформировали облако, уже оставляете так. Конечно, если вы не хотите его там подправить. Вот. Пусть у меня слева будет более ясная погода, а справа такое более грозовая. Хотя беру более темную синюю краску. Если я не ошибаюсь, то первая я использовал лазурь, а вторая вот эта голубая. Вот видите, сразу другое настроение создается.
Теперь, воды я беру достаточно много. Видите, да, оно так расплывается. Так, я растушевываю это все, чтобы был плавный переход. Если вы хотите совсем такую грозу сделать, то можно добавить фиолетовый цвет. Я вот здесь добавлю. Видите, сразу небо такое темное становится. Ну и тоже сейчас сделаю плавный переход. Можно еще пробовать черной краски, если вы совсем такое хотите мрачное небо сделать. Так, что делаем дальше? Дальше этой же кисточкой ее немножко промываем, но не до конца, чтобы немножко краски на ней оставалось. И делаем тени на облаках. Вот там, где у нас более ясная погода, там вода должна быть практически прозрачной. Можно даже сделать несколько раз. Вот так раз прошлись, и потом более прозрачной кисточкой подвести. Так, вот здесь, да. Здесь тоже делаю достаточно хаотично, но можно какую-то закономерность тоже соблюсти. Можно кое-где добавить больше краски, если хотите более объемными сделать облака. То есть, видите, достаточно хаотично я делаю, и оно так смотрится достаточно натурально. Интересный эффект получается. Так, там, где такие грозовые облака, здесь можно поэкспериментировать с цветом. Можно тоже сделать такой голубой, да, то можно пробовать немножко даже зеленого. Добавить цвета. Чуть-чуть только, да, чтобы не были сильно зеленые облака. Просто смешать такой голубой с зеленым. И можно какой? Можно такой светло-коричневый добавить. В зависимости тоже от того, какая у вас погода, какой пейзаж, какое настроение. И можно немножко оттенить черным. Черный сразу так тучи становится, да. Давайте я вот здесь сделаю это сначала коричневым. Видите, я наношу краску, потом растушевываю сверху. Вот и снизу чуть черного добавлю. Так, ну какие еще можно сделать облака, да, в зависимости от времени суток, например, вечер, да, можно чуть-чуть розового добавить. Слегка такие розовые сделать облака.
Можно сделать переход розовый и желтый. Я предлагаю вам поэкспериментировать с цветом, пробовать разные вариации. Ну и снизу чуть синего все-таки. Вот, но основная идея такая, вы поняли, да? Вот вначале рисуете форму, потом снизу делаете тень. Чем темнее, тем более такие грозовые облака получаются. Краска подсыхает, облака будут светлеть, поэтому если вам хочется добавить здесь, допустим, более темного, можете это сделать. Хорошо, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравился видеоурок. Жду ваших отзывов, комментариев. Подпишитесь на мой канал, если вам интересно быть в курсе новых видео, да. Ну и до новых встреч.